Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сейчас пост, и многие просят, чтобы я приготовила постные блюда. Начнем с самого простого, это десерта. Сегодня будем готовить желе из облепихи. Для рецепта мы берем ягоду облепихи, которую я уже хорошо промыла, воду. Так как облепиха довольно кислая ягода, мы будем использовать подсластитель, у меня мед. И желирующее вещество будет агар-агар. В отличие от желатина, этот продукт растительного происхождения, он делается из бурых и красных водорослей. Берем отдельно емкость и замочим в ней агар-агар. Пересыпаю. Кстати, желирующие вещества агара намного сильнее, чем у желатина, поэтому это надо учитывать. Все пропорции я укажу в видео дальше. Так, теперь ягоду пересыпаем в кастрюлю, заливаем водой оставшейся, включаем огонь и доводим до кипения. Когда вода закипела, провариваем ягоду 5 минут. И можно вот так вот слегка раздавливать ягодки, тогда выделяется весь сок. Включаем нагрев и выливаем ягоду, процеживая ее через сито в миску. Можно еще немножко подавить, и вот, чтобы повыходила вся мякоть. В отличие от желатина, агар-агар нужно обязательно проварить. Поэтому возвращаем компот обратно в кастрюлю. Добавляем агар-агар. Доводим до кипения и варим в течение 2-3 минут. Компот у меня прокипел в течение 3 минут. Я его периодически помешивала. Теперь отключаем нагрев и оставляем эту смесь остывать. Температура опустилась где-то градусов до 50-60, я вот спокойно держу руками, то есть кастрюля горячая, но не кипяток. Теперь добавляем сюда мед. И хорошо перемешиваем. Мед добавляете по вкусу. Вот как почувствуете, что вам нравится, так значит и хватит меда. Разливаем наш компотик, которым станет желе, по креманочкам. Чем мне нравится агар-агар, что желе, приготовленное из него, застывает даже при комнатной температуре. Но чтобы ускорить процесс, убираем желе в холодильник. Желе готово. Сверху можно украсить ягодами. Вот видно, что уже все застыло. Такое желе можно приготовить из натуральных соков и свежевыжатых ягод, сока из свежевыжатых ягод, а также из компотов, которые вы закрыли на зиму. Тоже можно сделать желе. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот оно такое, оно по консистенции, ну, вот нету вот этого дрожания, как на желатине, хотя немножко есть, да? Вот, на вкус. Ну, облепиха. Так он с кислинкой, надо было мне меда чуть побольше добавить. Ну, конечно, на агар-агаре намного отличается желе, чем на желатине. Кто что любит. Но, в принципе, это очень вкусно. Так что готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита.